привет, с вами Оля, я нутрициолог и помогаю людям похудеть, питаясь вкусно. Сегодня в этом видео покажу вам простой рацион на 1400 килокалорий. Начнем с приготовления завтрака. Здесь мне понадобится 80 грамм зернового хлеба. Или же можно использовать ржаной хлеб или любой другой цельнозерновой. 80 грамм это как раз примерно 2 вот таких ломтика. Также возьму авокадо, у меня маленький, поэтому я буду брать целый, но если у вас крупный, возьмите половинку. По-моему, авокадо сейчас продается в каждом супермаркете и не относятся уже к редким продуктам. По-моему, по доступности они точно такие же, как и привычные нам бананы. Но если вдруг вы его не любите, либо по какой-то другой причине у вас его нет, вы можете просто заменить его на обычное сливочное масло. Возьмите в размере по 5 грамм на каждый ломтик хлеба. И, кстати, авокадо и сливочное масло довольно похожи по вкусу. Или это только кажется так мне? Как вы считаете? В этот раз я просто мелко его нарезала. И теперь уже к нему добавлю сюда немножко соли и перца обязательно, так как он, конечно же, раскроет свой вкус лучше. Еще добавила сушеные томаты. Слегка перемешиваю и эту массу распределю по 2 ломтикам хлеба. Хлеб по желанию можно немножко подсушить на сухой сковороде, либо же в тостере. Возьмем немножко зелени и овощей, у меня это обычные листья салата и томаты черри. Также я уже заранее сварила одно яйцо, можно просто приготовить его абсолютно любым другим способом, который вам больше нравится. А также на порцию, на завтрак у нас еще идет 20 грамм твердого сыра. Ну что, вот такой вот завтрак получился, вполне себе сытный, питательный и полезный. Чтобы не пропустить еще больше полезных рецептов для здорового питания, обязательно подпишись на мой канал. Что касается перекуса, это могут быть сегодня у нас 300 грамм фруктов. У меня были только яблоки и одна груша, поэтому нарезаю их. Хочется уже, конечно, скорее лето, чтобы было больше разных ягод и фруктов в ассортименте, но пока что как есть. Я решила в этот раз их мелко нарезать кубиками. Но фрукты в этот раз дополним черным шоколадом. Лучше брать шоколад с содержанием какао от 80%, 30 грамм это как раз примерно треть от плитки, довольно немало. Если вам кажется, что черный шоколад очень горький, возможно, вы просто не привыкли его есть, и поверьте, если вы это будете делать регулярно, он даже начнет казаться сладким. Перекус у меня сегодня на улице, так как уже отличная погода. Вместе с фруктовым ассорти шоколадом у меня здесь еще чашка кофе. Вообще моя дневная норма калорий немного больше, чем в этом меню на день, поэтому я себе спокойно могу позволять несколько чашек кофе, потому что, конечно же, в общей сложности они дают более чем 100 килокалорий, поэтому имейте это в виду. Вы можете питаться по меню на дефицит калорий, но если будете в течение дня пить несколько чашек кофе, если еще, например, добавлять в них сахар, или это будет кофе из кофейни, вы можете все равно выйти из дефицита. Очень часто в кофейнях молоко используют с более высокой жирностью, так как оно лучше сбивается в пенку. Поэтому имейте это в виду. Кстати, рацион из этого видео – это меню одного из дней из моей программы питания для нее. Она также продается еще в мужской версии и объединенная версия для нее и для него. Для тех, кто хочет питаться правильно и худеть вместе со своей второй половинкой, там очень удобно уже посчитана отдельно порция женская, отдельно мужская. Начнем готовить обед. Тут у нас будет овощной супчик с курицей. Беру 2 литра воды и отправляю в него 3 кусочка филе бедра курицы. Ставлю вариться до готовности. Далее почищу 2 большие картофелины, либо же возьмите 3 маленькие, в общей сложности нам надо где-то 200-300 грамм картошки. Суп, кстати, буду готовить сразу на несколько порций. Картошку нарезаю кубиками. Как только курица приготовится, я ее достаю из бульона и теперь в него добавляю картошку. Добавляю сразу немного соли
И теперь варю картошку около 10 минут. Тем временем я нарезала курицу на небольшие кусочки и буду добавлять ее обратно в кастрюлю. Также натру один плавленый сырок на терке. Картошка проварилась где-то 10 минут, добавляю сюда мясо и пакет замороженных овощей. Варю еще примерно 5-7 минут до готовности овощей, после чего добавляю сюда натертый плавленый сырок. Готовим еще буквально пару минут, чтобы сыр расплавился, и в конце добавляем специи. У меня это итальянские травы. Вот так вот очень быстро у нас получился вкусный овощной супчик с курицей. Порция у меня довольно большая, так как все-таки суп не самое сытное блюдо, а обед у нас должен быть довольно питательным. На порцию взяла примерно 400 грамм супа. Но на ужин у меня будет тушеная говядина, я ее готовила еще вчера. Тушила ее в медленной варке, сейчас покажу как. Килограмм говядины я посыпала солью и специями для мяса с обеих сторон хорошенько. Далее хорошенько разогрела сковородку. Чтобы определить, достаточно ли она разогрета, добавляем немножко воды. Если она скатывается в такие шарики, значит можно добавлять мясо. Готовлю буквально полминуты с одной стороны и с другой, чтобы у нее была такая румяная корочка. Далее сразу ложу в чашу медленной варки, добавляю сюда еще немного соли. В этот раз добавила еще немного розмарина и заливаю это все литром бульона. Он у меня уже был заранее готовый. Можно просто добавить воду. Накрываем крышкой и включаю готовиться на 4 часа. Вот такое мягкое мясо у меня получилось. Ну а теперь приготовим к нему гарнир для нашего ужина. Одну луковицу нарезаю перьями. Беру также 100 граммов шампиньонов, разрезаю их на несколько частей, разогреваю сковородку, добавляю сюда 5 граммов масла кхи и обжариваю лук с грибами. Накрываю крышкой на среднем огне, оставляю на пару минут. Тем временем нарезаю перец. Здесь у меня 200 грамм замороженного перца. Можно взять, конечно же, свежий. Лук и грибы уже практически готовы, и теперь добавляю к ним перец. Буду готовить помешивая, так как люблю, чтобы овощи были с золотистой корочкой и при этом не сильно мягкие. В конце добавляю немного соли, можно добавить перец и другие специи по вкусу. И вот такой вот ужин у меня получился. Кстати, овощи очень похожи на запеченные. Если вам понравилось это меню на день, вы хотите похудеть, не тратя свое время на подсчет калорий, вы можете приобрести готовый рацион на моем сайте olyapins.com. Есть разные варианты как и по сезонности, так и по сложности меню. Например, это было меню с рецептами, хотя в нем, кстати, прописаны еще и более простые альтернативы, чем можно заменить блюдо, если нет времени готовить. А также есть полностью упрощенные меню, которые не содержат в себе рецептов. Они состоят из максимально простых блюд, которые вы даже можете готовить на несколько дней вперед. Во всех меню есть список продуктов на неделю для вашего удобства. В общем, кому интересно, ссылочка на мой сайт, где вы можете их приобрести, есть в описании под видео. Ну а если вам понравилось это видео, буду ждать ваши лайки, а также не забудьте подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.